Старый лесник Афанасий Макарович был уже давно на заслуженном отдыхе, поэтому и позволял себе поспать по утрам подольше. Сегодня они с бабкой допоздна засиделись у телевизора. И только легли спать, как их разбудил громкий лай собаки. «Лежи», — скомандовал Афанасий жене. «Пойду гляну, что там». Он снял с крючка охотничье ружье и вышел на улицу. «Ну чего ты гавкаешь, полкан?» — спросил он пса, который всем своим видом давал понять, что очень взволнован. Вышли во двор, пес ринулся прямиком к сараю и, нетерпеливо повизгивая, замахал хвостом. «Ну вот еще, что же там стряслось? Кого принесло к нам на ночь глядя?» — спросил Афанасий. Дверь была приоткрыта, старик дулом ружья распахнул ее настежь и осмотрелся вокруг. В сарае было темно, но, когда дверь открылась, старик увидел, что в сене лежал какой-то крупный зверь. Присмотревшись внимательнее, Афанасий с удивлением понял, что это волчица. Она лежала на боку и тяжело дышала. В марте у волков время производить на свет потомство. Пришлось полкана снова запереть в клетке, чтобы не мешал. Волчица тем временем не подавала никаких признаков беспокойства или страха. Видимо, острая нужда заставила хищницу искать помощи у человека, подумал лесник. Он подошел ближе и увидел, что волчица ранена, у нее на лапке запеклась кровь и по всему было видно, что ранение она получила недавно. Опять браконьеры распоясались, подумал бывший лесник. При мне они таких вольностей себе не позволяли, если только какие-нибудь залетные. Но и с ними у Афанасия всегда был разговор короткий. Старик сел поближе, чтобы повнимательнее рассмотреть рану. Слава богу, она оказалась не от пули, скорее всего где-то об острый сучок или ветку поранилась. Рана хоть и не была смертельной, но обработать ее все же было нужно. Лесник заметил на груди у волчицы большое белое пятно. Он уже встречался с ней когда-то в лесу, только в ту их встречу она была еще маленьким волчонком. Тогда три пьяных браконьера глумились над бедным животным. Как им удалось выловить зверя, Афанасий не знал. Видимо, любопытство увело волчонка далеко от логова, и он попался в руки пьяным извергам. Убивать они его не собирались, просто решили попугать. Афанасий подошел ближе, явно не местные браконьеры. «Что здесь происходит?» — повысил голос лесник, и они при виде сердитого бородатого охотника расступились. Афанасий увидел волчонка, которому было не больше 2 месяцев. Он рычал, повизгивал и трясся от страха под сеткой, которую они на него накинули. Лесник выругался, не жалея крепких слов, и посоветовал всей троице убраться отсюда. Он щелкнул затвором ружья и, прицеливаясь, прострелил заднее колесо машины. «У вас ровно 10 минут, чтобы поставить запаску и уехать. Я с вами церемониться не буду. Время пошло», — добавил он и снова передернул затвор. Проклиная все на свете, мужики сочли за благо побыстрее удалиться. И действительно, не прошло и 10 минут, как они уехали. Лесник скинул сетку с бедного перепуганного волчонка. И тот быстро убежал в чащу. Да, давно это было, лет 10 назад. И вот они опять встретились. Из маленького перепуганного зверька волчонок превратился в красавицу-волчицу. Значит, она не забыла старого лесника. Афанасий вернулся в дом и позвал жену. «Одевайся, нужна твоя помощь». Женщина прекрасно разбиралась в снадобьях и знала, какой отвар и при какой болезни подойдет. «Я боюсь, а вдруг она меня укусит», — сказала Дуня, одеваясь потеплее. «Зачем ей тебя кусать, глупая ты баба?» — ворчал лесник. «Не для того она к нам в сарай пожаловала, ей помощь наша нужна». Умело промыв рану волчицы, Дуня наложила повязку и какую-то лечебную мазь собственного приготовления. «Ну вот, теперь все заживет, как на собаке», — заверила она мужа. «А роды придут в срок, когда им и положено. Здесь уже, надеюсь, моя помощь не понадобится, природа сама все сделает. Так что давай оставим ее в покое, это сейчас ей необходимо». Лесная гостья к утру уже освоилась и чувствовала себя гораздо лучше. Утром Дуня пошла в поселок за молоком для волчицы. Жили они с мужем на отшибе, почти у самого леса. Может быть, поэтому волчица пришла в их сарай, а может, действительно помнила, как когда-то Афанасий ее спас. У магазина жена лесника услышала новость, что накануне браконьеры в лесу перебили волчью стаю. Вот, значит, оно как. Поняла женщина, волчица не просто так пришла к нам за помощью.
Она спасала себя и свое потомство от охотников. Дуня спешила поскорее добраться домой, чтобы покормить обессиленную волчицу молоком. Раскрыв дверь сарая, она увидела, что у серой хищницы начались роды. Один малыш уже копошился под брюхом у матери. Убедившись, что волчица со своей природной функцией справляется сама, Дуня оставила миску с молоком и ушла в дом. Роды, правда, прошли тяжело, изрядно измотав волчицу. «Ну, кому легко», — подумала Дуня. «Всем бабам без исключения тяжело рожать». На свет волчица произвела 4 здоровеньких волчат. При виде копошащихся и урчащих серых комочков у женщины навернулись слезы. Волчица лежала на боку, обессиленная событиями последней ночи. Теперь в ее жизни появились новые хлопоты. И у Дуни с Афанасием тоже забот прибавилось. Несколько месяцев им нужно было кормить волчье семейство, да так, чтобы никто в деревне этого не знал. Правда, волчица, как только поправилась и набралась сил, сама стала отлучаться в лес. Отсутствовала серая мама обычно недолго, вероятнее всего она охотилась, ведь всегда возвращалась домой с добычей, принося тушки зайцев или птиц. Еды, добытой волчицей, хватало всем, даже полкану, который постепенно смирился с тем, что в сарае живет волчья стая, и даже стал охранять новых жильцов, грозно лая на всех, кто пытался подойти к их двору. Прошло немного времени, и когда снег растаял, волчица покинула старый сарай и увела за собой свою стаю. Но своих спасителей она не забывала, и часто Афанасий обнаруживал на пороге дома то дичь, то часть косули или кабана. Это было подношение ему и его жене от благородного зверя. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.